Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Стив. Сегодня я буду говорить по-русски, и я буду говорить с Анной Чернышова, да? Да, Анна Чернышова, Анна Чер на Ютьюбе. Да, и у Анны есть канал на YouTube, где она, I always have trouble with изучает, Я обучает. преподаю русский язык, да. Преподаю. Преподавает русский язык. Но для меня немножко сложно говорить по-русски, потому что я занимаюсь другими языками, но увидим. Анна, у меня есть много вопросов, но я хочу, во-первых, вам спросить, делать... Представляете себя, пожалуйста, где вы живете, когда это случилось, что вы преподаваете русский язык через YouTube? Я живу в Нью-Йорке. Я живу здесь уже практически 10 лет. И я начала преподавать русский, как только приехала сюда. В России я окончила лингвистический университет, то есть я профессиональный преподаватель, но когда я приехала в Нью-Йорк, я подумала, что мой английский, наверное, никому здесь не нужен, а я преподаватель английского языка по диплому, и я решила, что буду преподавать свой родной язык. И оказалось, что у меня это неплохо получается, и постепенно я развивалась, потом начала снимать видео на YouTube. И вот сейчас я преподаю, пишу курсы и делаю видео для YouTube. У меня вопрос. Во-первых, русский язык – это очень огромный язык с точки зрения литературы, с точки зрения самой России. Это огромная страна, огромная история. Для меня это очень привлекательно. Но для людей, которые с вами учат русский язык, какие их мотивации? Вы знаете, Основном. Из моей практики в основном это семья. То есть в Нью-Йорке очень большая русская община, и у многих моих студентов или русская супруга, или русский супруг, или они хотят, чтобы их дети говорили по-русски, да, то есть иногда это русские родители, чьи дети родились в Америке, и они хотят сохранить их язык. А потом, конечно же, тоже есть люди, которые любят русскую культуру, русскую литературу, но я, честно говоря, думаю, что это очень такая объемная цель, когда мне говорят, что я хочу читать Толстого или Достоевского по-русски. Это, конечно, требует огромного количества усилия и многих-многих лет работы. Да. Ну и третье, это, наверное, бизнес. Да? То есть люди ведут бизнес с Россией, и поэтому им нужно изучать русский язык. Думаете ли вы, что сравнение с другими языками, русский язык, это сложно? Вы знаете, все зависит, конечно, от того, какой ваш родной язык, но если мы говорим о людях, чей родной язык английский, да, русский трудный язык, потому что в русском есть грамматические концепты, которых в английском нет. Это падежи, это глаголы движения, это вид глагола, да, и, конечно же, алфавит, он совсем другой, и слова, они не звучат похоже на английские слова. Так что, да, я считаю, что русский объективно трудный язык. Это интересно. Для меня сложность языка это не самое важное. Мотивация самая важная. И сложность языка, например, в случае русского языка, буквы, это не очень трудно, если сравнивать с арабский или китайский. Грамматика, да, но есть концепция в русском
языка, который не существует по-английски, или то же самое в случае немецкого языка или что угодно. Для этого я думаю, что самое важное это все равно это мотивация. В случае ваших студентов, те люди, которые изучают русский язык, потому что их подруга или муж говорит по-русски, или отец муж или что-то. И эти люди, мотивации этих людей, если сравнивать людей с людьми, которые изучают русский язык, потому что это интересно, потому что история, культура, все это интересно. Из этой две группы, кто более мотивирован на вашем опыте? Прекрасный вопрос, Стив. Вы знаете, если я об этом буду думать, наверное, я скажу, что те, кого интересует культура. Потому что те, у кого, допустим, русская жена или русский муж, рано или поздно они могут бросить изучение. Потому что, сложно, нет времени, есть семья, есть другие заботы. А если человек влюблен в культуру, то, конечно, это его продержит гораздо дольше. Это поможет ему оставаться на плаву гораздо дольше. Так что я соглашусь с вами, что нужно иметь интерес, когда изучаешь язык. И, наверное, если ты влюблен, в культуру, если тебя интересует история, литература, то это очень большой плюс и очень помогает. Да, я тоже так думаю. Я думаю, что если у кого-то есть муж или жена из России, да, он или она будет сказать, я хочу изучать русский язык. Но если нет мотивации, это не будет продолжаться. Да? Несколько месяцев это сложно. Сложно, я не хочу. Сложность есть. Для этого надо иметь мотивацию. Да, но если я хочу вам показать мою историю с русском языке на link. Потому что я хочу слышать ваши отмечания. Okay, so let's see if we can do this. Я техники немножко, я старик, для этого иногда не очень. Let's see, share screen. And blah, 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 blah. Let's see there. And share. Okay, вы видите? Okay. So, если я там, это статистика в link, да? Это значит, что согласно статистике в линке, я знаю пассивно, но я знаю 90, boy, I always get confused, 90 тысяч слов по-русски. Конечно, слова словами это 3 слова, окей? По слову. Мы числайте. Наш систем невозможно. В каждом из 37 языков, которые у нас есть, не можем числить, да, семьи, word families, невозможно, да. Но это 90 тысяч, может быть 40 тысяч, я не знаю, 300 тысяч, я не знаю. Но в том числе, все равно, я много, когда я читаю книги, книги и литературу, всегда есть слов, которые я не знаю. Но, всегда есть. Но в журнале или новости я все понимаю. Окей, я начинал много лет тому назад, это 14 лет тому, 13-14 лет тому назад. Да. И был периоды, которые, это words of reading, это которые, сколько я читал, и, let's say, all time, я читал, 13 миллионов, no, what is it, what do you got here? 1 320 000. Но это больше, чем, это не
Это миллион, да, миллион. Но я думаю, что это больше, потому что я не только читал по линк, я тоже читал книги, да? Конечно. Окей, поэтому, но очень долго, да, я не очень много занимал, и когда у меня был интерес, но я побольше читал. Но это все равно, это 14 лет. То значит, это стал часть моей жизни. Это представляет возможности, как только я хочу читать по-русски или смотреть фильм, я это могу сделать. И русский мир в смысле культура, в смысле человек, в смысле все это очень-очень огромный мир. И это дал меня много качества, много удовольствия. Поэтому я благодарен русской культуре, русской нации для этого. Это очень. Я думаю, что для меня это самое важное, чтобы люди мог overcome, преодолевать сложность русского языка, надо иметь всегда это мотивация. Например, go ahead. Нет, я хотела сказать, что я вам благодарна за то, что вы вот таким являетесь пропагандистом, что ли, русского языка в частности, да, потому что я всегда говорю студентам, что русский — это огромный мир, и если вы потерпите и преодолеете действительно трудности, которые вы встречаете на пути, то награда будет огромной, и вам откроется целая планета. То есть русская культура невероятно глубокая, невероятно красивая, и она стоит того, чтобы потратить усилия и время на ее изучение и на изучение языка.